1980 год. 14-летний Эдди Саттон возвращается из тихого пригорода Лонг-Айленда в родную Асторию. Это была та самая ночь, когда в Нью-Йорке застрелили Джона Леннона. Он назвал это возвращением в джунгли. Но именно здесь, на улицах 80-х, начинается история Ливей. Группы, которая принесла металлический звук в Нью-Йорк раньше, чем это стало трендом. Гастролировала с Bad Brains дольше остальных и так и не получила признания, которого заслуживала. К 1983 году Эдди становится завсегдатаем клуба А7 на Lower East Side. В те годы район напоминал зону боевых действий. Но именно здесь проходили ночные шоу, длившиеся до самого утра. Эдди было всего 15. Он проводил на улицах целые ночи, пропитываясь атмосферой опасного Нью-Йорка. Переломным моментом стал концерт Bad Brains. Раньше музыка казалась Эдди чем-то далеким и недосягаемым, но здесь все было иначе. Музыканты оказались обычными парнями, до которых можно было дотянуться рукой. Ту ночь Эдди понял, он тоже может быть на этой сцене. Но корни Эдди уходили далеко за пределы панк-рока. В барах Квинса он читал рэп, а дома слушал все, от ритм-н-блюза до тяжелого рока. Металл и уличная культура уже тогда начинали складываться в его голове в одно целое. Позже этот багаж превратит Ливей в уникальное явление. В 1984 году Эдди вместе с гитаристом Джейм Новелло собирает группу. До первого концерта остается всего 3 недели, а у парней все еще нет названия. Дебютное шоу они играют под вывеской The Unrules. Но быстро понимают, им не нужно пафосное или политизированное имя. Они выбирают Ливей – свобода маневра. Это слово идеально отражало их право действовать по-своему, не оглядываясь на каноны жанра. В середине 80-х хардкор-сцена была консервативна, но Ливей решили нарушить правила. Пока остальные играли прямолинейный и грязный панк, Джей Новелло подсел на техничные рифы с альбома Metallica Kill 'Em All. Благодаря этому Ливей стали первой группой в Нью-Йорке, кто смешал мощь трэш-металла с агрессией улиц. Даже образ Эдди, спортивные костюмы, хип-хоп эстетика подчеркивал, что они не собираются вписываться в обычные рамки. Их влияние было настолько ощутимым, что даже Agnostic Front признавали, что именно за этими парнями будущее жанра. К 1987 году группа растет, но ее состав постоянно лихорадит. Место за барабанами превратилось в проходной двор. Сначала ушел Сасо, за ним Мэкки. В итоге на запись альбома пригласили бразильца Тони Фонтао. Он был технически безупречен, но совершенно не понимал духа хардкора. Для него это была просто очередная рок-группа. Позже его заменит Покемон, парень из Квинса, который наконец окажется с остальными на одной волне. Настоящим же прорывом стало появление второго гитариста, Майкла Гиббонса. Он был не просто вундеркиндом, способным переиграть любой чужой риф. Он на ходу выдавал феноменальные соло, вплетая металлическую виртуозность в грубый уличный звук. В ноябре того же года группа отправляется в студию Normandy Sound. Запись превратилась в изнурительный марафон. Музыканты вкалывали по 16 часов в сутки и спали прямо на студии. На 4-й день, когда барабанщик упал от усталости, менеджер ворвался с криком, что группа срывает бюджет и теперь должна денег лейблу. Но басист Зоуи жестко его осадил и потребовал дать парням передышку. Воспользовавшись этой паузой, Эдди всего за 3 часа в одиночку записал весь вокал. Так родился Burn to Expire, альбом, который звучал на голову выше всего, что выпускалось в хардкоре.
Но триумф омрачался реальностью бизнеса. Альбом застрял в контрактах больше, чем на год. Profile Records, крупный рэп-лейбл, видел в хардкоре лишь странный эксперимент и совершенно не понимал, что с ним делать. Когда в январе 1989 года пластинка наконец-то вышла, она взорвала андеграунд. Металлисты приняли ее как свою, а критики назвали Ли Уэй «Берлинской стеной» между панком и металлом. Однако лейбл не сделал ничего для продвижения. В журналах была реклама, а в магазинах пустота. Группа, создавшая новый канон жанра, оказалась заложницей системы. Поэтому в 1989 году Ли Уэй отправляются в свой первый большой тур вместе с Bad Brains. Условия были кошмарными. 8 человек ютились в грузовом фургоне без сидений. Все оборудование было навалено в кузове, и первые ночи музыканты спали прямо на колонках и усилителях. Bad Brains помогли, забрав аппарат и часть команды в свой автобус. Но даже полупустой фургон постоянно ломался из-за убитых тормозов. Музыканты рулили сами, сменяя друг друга. Однажды ночью Эдди пришлось сесть за руль пьяным, потому что Поки совсем не соображала На рассвете посреди пустыни Эдди ослепило солнце. Он чудом заметил обрыв и в последнюю секунду вывернул руль. Еще мгновение, и фургон улетел бы в Гранд Каньон. Этот случай показал истинное лицо менеджмента, бросившего их выживать в неисправном фургоне. На контрасте с этим Bad Brains стали для Эдди настоящими наставниками. Если промоутеры отказывались платить Ли Уэй или не пускали их в клуб, звезды вставали стеной. Если эти парни не играют, мы не выходим на сцену. Для Эдди это стало главным уроком – всегда защищать тех, кто идет за тобой. Но за пределами сцены все было иначе. Собственный менеджмент оставался катастрофой. У группы не было даже мерча, а Крис Уильямсон предлагал музыкантам самим скинуться на печать футболок. В итоге, вместо того, чтобы зарабатывать, парни сами финансировали группу со своих зарплат. Вот почему оригинального мерча Ли Уэй тех лет почти не существует. В апреле 1990 года Ли Уэй приступают к записи Desperate Measures, альбома, который окончательно закрепил их уход в сторону металла. Чтобы соответствовать новому звучанию, Эдди использовал двойное наложение вокала, что придало его голосу характерное звучание Оззи Осборна. Однако творческий рост снова сопровождался изнуряющей бытовухой. Менеджер Уильямсон экономил на каждой мелочи, заставляя группу вкалывать с раннего утра до полуночи, чтобы присвоить остатки бюджета себе. Единственным, кто осмеливался требовать финансовой отчетности, это был Эдди, но его вопросы лишь раздражали менеджмент и коллег. Тем самым он закрепил за собою клеймо проблемного участника. Когда в 1991 году пластинка наконец вышла, она заметно расширила аудиторию. Хардкорщики уходили, но их места занимали металлисты, которых не смущал даже плоский звук записи. Проблеск настоящей славы случился, когда клип Kingpin попал в ротацию MTV. Это вывело группу на новый уровень узнаваемости. И именно в этот период на их шоу в клубе Ritz заглянул Дэвид Боуи. Эдди в порыве драйва с беспроводным микрофоном залез по акустическим колонкам на балкон и спел Kingpin прямо в лицо легенде. Боуи был настолько впечатлен этой энергией, что позже снял сам свой клип для проекта Tin Machine в той же хардкорной эстетике.
Кстати, друзья, история Ливей – это во многом пример того, как важно иметь поддержку, когда все идет наперекосяк. И чтобы я мог продолжать рассказывать вам истории про группы дальше, мне нужна ваша помощь. Это занимает всего несколько секунд, но для канала это жизнь. Поставьте лайк этому видео, если вам нравится то, что я делаю, и подпишитесь, чтобы не пропустить следующие разборы. И заглядывайте в описание. В нем есть ссылки на мой Telegram и Instagram. Там я выкладываю музыкальный материал, редкие треки, ну и просто общаемся. Жду вас там. Успех на экране не отменял финансового краха. Пока Ливей открывали шоу для Megadeth и Exodus, их лейбл не давал ни цента на поддержку. В итоге европейский тур 91-го превратился в лотерею. Аншлаги в одних городах и пустые залы в других. Именно в этих выматывающих переездах между клубами начинался раскол. Оки и Эй-Джей погнались за модой на гранж, вдохновившись Нирваной, и решили упростить звук. Майкл Гиббонс, наоборот, требовал вернуться к скоростным корням в духе Burn to Expire, но его никто не слушал. Последней точкой стал концерт в июне 1992 года. Группа официально объявила о паузе, но вскоре собралась заново, уже без Майкла. Для Гиббонса это стало облегчением, потому что он устал писать рифы, которые тут же браковались. В 1994 году выходит альбом Adult Crash. Альбом, записанный в состоянии полураспада группы. Попытка уйти в альтернативный звук провалилась из-за хаоса в студии. Слишком много людей пытались рулить процессом одновременно, не давая альбому раскрыть свой потенциал. Следующая пластинка Open Mouth Kiss стала для Эдди личным триумфом. Именно здесь он наконец реализовался как вокалист. Мало кто знал, что Эдди с рождения частично глух, но вопреки этому он сам выстраивал и аранжировал сложнейшие вокальные гармонии. Но альбом вышел слишком поздно. В 1996 году Ливей официально распали. Точку в истории группы поставил личный крах вокалиста. Работа барменом в ночном Нью-Йорке обеспечила Эдди легкие деньги и доступ к веществам. А успех бездарных групп на MTV окончательно добил его самоконтроль. Попытка заглушить эту депрессию опиатами привела его в тюрьму и к годам тяжелой зависимости. Ливей возвращается на сцену. Все началось с шоу в CBGB вместе с Bad Brains, после чего пошли приглашения на Hellfest и другие крупные фестивали. Но индустрия встретила их по старой схеме. В Амстердаме ветеранам сцены предложили ночевать в грязном скоте без воды и окон. Майкл, у которого давно была стабильная жизнь вне Ливей, не стал в этом участвовать. Он просто достал кредитку и сам оплатил отель для всей группы. В 2008 году музыка Ливей наконец-то пробилась в мейнстрим. Трек Enforcer попал в GTA 4. Но пока Rockstar Games зарабатывали миллиарды, про гонорары музыкантам предпочли забыть. Эдди не стал молчать и вынес конфликт в Daily News. И только после скандала в прессе наконец-то на счета стали поступать деньги. Пожалуй, это был единственный раз, когда группе удалось заставить индустрию заплатить. К 2015 году Саттон остался один. Никто из оригинального состава возвращаться не хотел. Поэтому Эдди набрал новых музыкантов и переименовал проект в Ливей Нью-Йорк. Он изменил название из-за уважения к фанатам. Он продолжал давать концерты в Европе, пока позволяло здоровье. Но десятилетия вредных привычек взяли свое. Саттон курил всю жизнь. И это обернулось раком легких третьей стадии. Болезнь, с которой он боролся несколько лет.
Метастазы быстро поразили почки и мозг. Но даже в таком состоянии вокалист не искал сочувствия. Он продолжал выходить на сцену до последнего, пока оставались силы, заранее зная, что финал предрешен. 19 апреля 2024 года Эдди не стало. Ему было 59 лет. 28 декабря 2023 года. Всего за несколько месяцев до смерти Эдди ушел Майк Гиббонс. Два лидера Ливей, уникальный голос и гитарный стиль группы ушли один за другим. На этом история Ливей закончилась. Они так и не получили заслуженной славы, но навсегда изменили тяжелую музыку.